Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня пятница, день Венеры. Венера – это планета любви. В переводе с санскрита шукра означает свет, семя и дает человеку обаяние, умение любить, привлекать к себе других людей. Под управлением Венеры находятся такие области, как удовольствие, чистое наслаждение, сверхчувственный опыт, ощущение прекрасного, милосердие и прощение. Также Венера отвечает за комфорт, роскошь, драгоценности, дарует способности в искусствах. Но все в первую очередь начинается с себя. И именно поэтому мы сегодня нарисуем себя, любовь к семье. Тема прозвучит следующим образом. Я уже подготовилась. Мы возьмем наши сегодняшние аффирмации. Я есть источник любви. Я живу свою счастливую жизнь, наполненную любовью, радостью, счастьем и процветанием. Я вас прошу расслабиться, остановить видео, записать тему, поставить дату и разогреть свои нейронные связи, поставить таймер на 2 минуты и написать первое, что приходит в голову. Также я вам сегодня расскажу попозже сказку. Потому что ведические сказки, они достаточно простые, добрые, где-то в любом случае они заканчиваются по-доброму. Это истории, посвященные разным планетам, разным их качествам. И неважно, верите вы в них или нет, они оказывают благостное влияние на вас и на вашу жизнь, а также на поколение вашего рода, если посвящать эти сказки с вашим предкам. Обычно, если идет речь о корректировках в гороскопе, тогда вы должны читать сказку той или иной планете, читать, слушать, как вам удобно. Количество ваших лет +1. То есть, условно говоря, если вы решаете проработать свою Венеру, вот сегодня вы начали, и дальше, там, например, вам 30 лет, вот вы на протяжении 31 недели будете читать или слушать эту сказку. Ну что ж, я предлагаю вам найти на листе себя. Мир начинается с нас. Почувствуйте себя, почувствуйте свое свечение внутри. Ощутите все благостные качества, все добрые качества, которыми вы обладаете. Можете пронейрографировать себя немного. Представить, как расширяется ваша любовь внутри вас. Любовь к этому миру, любовь к этой вселенной, любовь к вашей семье. Найдите на листе сейчас первое, что придет в голову. Вот вы писали слова. Я обратила внимание, что чаще всего у меня встречаются там имена членов моей семьи и слово «мир». Поэтому я хотела бы, думала квадрат, пошел круг. Я хочу наполнить любовью здесь свою семью, чтобы они ее ощутили, мою любовь, мою благодарность за то, что они есть в моей жизни. Я ими очень дорожу. Именно любовь способна изменить мир. Именно любовь творит чудеса. Ради любви рыцари сражались на турнирах. Все происходит в этом мире во имя любви или из-за ее отсутствия. Подумайте, за что вы еще, кого вы еще любите. Я бы предложила дать любовь нашей планете. И не то, что в такое время, а просто за то, что эта планета стала нашим домом. Это планета, это вселенная, можете как угодно назвать. Можете примериться, как у вас проходит это все.
Идея в нейрографике заключается в том, что вы каждое свое движение, каждую линию, каждую фигуру наделяете смыслом. И прочувствуйте, можете подписать так, как вы хотите, да, какой у вас круг, что означает. Но просто сейчас, когда мы рисуем какую-то фигуру, мы наделяем ее смыслом. Вы дарите свою любовь нашей планете. Может, у кого-то это Вселенная, но вы дарите свою любовь. Почувствуйте эту любовь. Венера также отвечает за творческие способности. Венера отвечает за любовь, предметы роскоши, утонченность, чувственность, изысканность, вкус, стиль, наслаждение жизнью в каждом моменте, все виды искусств. Выберите что-то из этого, за что я очень люблю роскошь, я очень люблю свои бриллианты. Может быть, у кого-то дома, машины, квартиры. Все это отчасти является предметами роскоши, потому что у многих людей этого нету. А вы являетесь счастливым обладателем. Если вам хочется еще чему-то обратить свою любовь, отправить свою любовь, может быть, это ваши учителя, может быть, это ваши хобби. Я знаю, кому я хочу еще отправить свою любовь. Я хочу отправить свою любовь вам, моим дорогим зрителям. Я чувствую вашу любовь, вашу благодарность, вашу поддержку. Все эти комментарии я тоже читаю. Я благодарю, что вы есть. Я вас люблю. Я желаю вам счастья. Вот такая композиция у меня получилась. Ну и сейчас где-то можете уже прямо сейчас округлять. Подумайте, что вам хочется сказать людям, планете. Можете здесь попрактиковать хоапонапона. Мне очень жаль, прости меня, пожалуйста. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Сейчас мы будем проводить нейрографические линии, и когда вы их будете вести, думайте о том, что из вашего сердца вы направляете прям всю любовь к себе. Посмотрите, какая вы волшебная, какая вы добрая. Может быть, вы хорошая мать, может быть, вы невероятная жена, может быть, вы восхитительный певец, специалист в своем деле. Направьте свою любовь к себе сейчас, внутрь себя. Может быть, у вас невероятный талант к кулинарии, может быть, вы фантастически рисуете, может быть, ваше сердце настолько доброе, что люди всегда идут к вам за помощью, поддержкой. Увидьте сами в себе сейчас все то, мы начали нейрографировать себя, за что вас любят другие, за что вас полюбили ваш супруг, ваш партнер, за что, какие ценности прививали вам в детстве ваши родители, за что вы им благодарны. Всю эту благодарность вы должны пропитать любовью. Именно через любовь вы способны изменить свою жизнь. Любовь и благодарность. Вы часто не обращаете внимания на себя. В современном мире так принято, что мы сначала думаем о других, иначе вам скажут, что вы какой-то эгоист, раз вы любите себя. Нет, вы не эгоист, вы абсолютно здоровый человек. Любить себя
Это первое и важное правило. Вы не можете любить кого-то другого, если вы не любите себя. Сейчас, когда мы округляем, прям ощутите любовь к себе, к каждой клеточке своего тела, к каждой клеточке своего существа. Какая вы волшебная, какая вы прекрасная. Может быть, у вас фантастическая фигура, и вы себя за это очень любите. Опять же, любые проблемы с лишним весом, они также могут быть вызваны просто от нелюбви к себе. Поэтому сейчас очень важно прочувствовать любовь. Полюбите себя такую, какая вы есть. Не стоит бежать и менять, красить волосы, не принимать себя. Там кто-то, может быть, говорит, выучу язык, тогда полюблю себя. Нет, вы должны полюбить себя прямо сейчас, независимо от того, какого размера у вас одежда, независимо от того, насколько ровные зубы. Только когда вы искренне полюбите себя, вы сможете любить других людей. Только когда вы сможете любить себя, вы встретите того, кто полюбит вас. Любовь к миру начинается с себя. И если вы хотите изменить мир, начните с себя. Когда люди счастливы, им хочется сделать счастливыми весь мир. Им хочется любить, им хочется процветать, им хочется создавать и творить, на них находит вдохновение. Я безумно люблю нашу планету. Я считаю, что она одна из прекраснейших во Вселенной. Вселенную я люблю еще сильнее. Эта планета стала нашим домом для миллиардов людей. Эта планета дает нам, ничего не требуя взамен, все ресурсы, которые у нее есть. Полюбите ее хотя бы за то, что она настолько щедра, за ее невероятные пляжи, фантастические могущественные горы. Я хочу, чтобы вы сейчас светились, прям ощущали, как любовь переполняет вас и рвется наружу. Любовь — это то, ради чего стоит жить. Обращали ли вы внимание, как вы реагируете, когда вам кто-то говорит о любви? Когда кто-то вам дарит подарки, как вы их воспринимаете? С благодарностью, радостью, восторгом, в предвкушении? Или же вы чувствуете неловкость? Это еще одно качество, за которое отвечает Венера. Дорогие ювелирные изделия, украшения. Это все прекрасно, это нормально, это хотеть, это иметь, это желать. Я всегда хочу всего и еще, и еще, и еще, и еще. Видите, у меня в семью сразу пошло от планеты. Я безумно люблю свою семью. Просто за то, что они есть, за то, какие они есть. Я не хочу никого менять. Идея в том, что когда вы любите, вы принимаете человека таким, какой он есть, не пытаясь изменить, не пытаясь кого-то переделать. Дети не должны быть послушными, они не должны быть удобными. Они должны быть счастливыми.
Если вы будете упрекать кого-то постоянно, так долго не пройдет, это говорит лишь о том, что когда вы пытаетесь изменить человека, это говорит о том, что это неправильно, это токсичные отношения, вы пытаетесь изменить человека, да, вы либо играете какую-то роль неправильную психологическую, либо играете роль жертвы, поэтому просто любите. Любовь к семье каждому члену моей семьи. Я люблю вас, я благодарю вас за то, что выбрали меня. Ощутите любовь ко всему миру. Но вы видите, сначала у меня линия идет через меня, а потом уже к семье. Ощущайте любовь с каждым движением вашего маркера. Просто прочувствуйте, поблагодарите, полюбите их. Никогда не бойтесь сказать «я люблю тебя». «Я люблю тебя» меняет вашу жизнь. Я очень люблю роскошь. Она доставляет мне радость. Я не воспринимаю свой автомобиль как средство передвижения. Я его очень люблю. Мы его выбирали с любовью. Он именно такой, как мы хотели. Автомобиль очень, кстати, показательная вещь, да? Вы его изначально выбирали, и когда вы его купили, вам не хочется в нем что-то изменить. Вы его любите таким, какой он есть. Вы пользуетесь им таким, какой он есть. Точно так же и во всем, в отношениях. Это жесткий пример, но тем не менее. Вы изначально сами все выбрали. Поэтому не стоит пытаться кого-то изменить, что-то переделать. Просто любите, просто дарите свою любовь. Ощущайте эту любовь каждой клеточкой своего существа. Вы представляете, каким бы был счастливым мир, если бы все думали о любви и смотрели на других через призму любви, если бы человеческая жизнь в нашем мире ценилась. Ну и, конечно же, мои дорогие зрители, я направляю вам свою любовь. Вместе с вами я стала лучше. Я перестала стесняться. Вы сделали меня счастливее, потому что благодаря вам я стала чуточку увереннее в себе, перестала сомневаться. Я делюсь тем, что знаю, то, что изменило мою жизнь, и я вижу, как меняются ваши жизни. Я вам очень благодарна за все ваши фидбэки. Я искренне каждого из вас люблю. Я очень счастливый человек, а счастливые люди хотят сделать счастливыми весь мир. Это абсолютно нормально. Поэтому каждого из вас я воспринимаю как божественное создание. И каждому из вас я желаю чувствовать себя счастливыми. Мы перейдем работать к свету, а я вам расскажу сказку.
Посмотрите, везде нейронные связи. Может быть, еще кому-то хочется где-то линии нарисовать, где-то вот хочется распространить еще больше своей любви. Пожалуйста, проникнитесь этим чувством, ощутите его прям кончиками своих волос. А я вам сейчас расскажу сказку, посвященную нашей любимой Шукре. В старые времена жили-были три друга. Один принадлежал к браманической семье, священники и гуру, один к кшатрийской семье, царская, и один к семье вайшья, торговцы. Они были очень хорошими друзьями. Все трое из них женились, но сын Вайшьи пока не привез свою жену из дома ее родителей. Однажды друзья собрались и начали разговаривать о своих женах. Сын Брамана и сын царя расхваливали своих жен как только могли и сказали сыну торговца, что дом без жены – это обитель дьявола. Сын Вайшьи очень расстроился и решил как можно скорее привести свою жену домой. Он сказал о своем намерении матери, но та стала просить повременить с этим делом, потому что положение Венеры очень неблагоприятно. Ее не видно на небосклоне, а это дурная примета. Однако сын Вайшьи был очень настойчив и, несмотря на уговоры матери, отправился в дом тестя за своей женой. Тесть с тещей тоже долго уговаривали подождать несколько дней, ссылаясь на неблагоприятное положение Венеры, что может сулить плохую супружескую жизнь. Но в итоге с печалью согласились, потому что сын Вайшьи не хотел слышать никаких отговорок. Не успели сын Вайшьи и его жена проехать совсем немного, как колесо их телеги поломалось, ноги их буйвола повредились, а молодая супруга упала и очень сильно поранилась. Но на этом несчастья их не закончились. На них напали разбойники, украли у невесты все ее драгоценности и очень сильно избили жениха. В таком состоянии они добрались домой, видя очень много нехороших предзнаменований по дороге. Но самое худшее, что случилось, когда молодого человека укусила ядовитая змея. Молодая жена рыдала и не знала, что делать. Тогда сын Брамана, узнав о произошедшем, спросил совета у своего мудрого отца. А тот сказал, что молодой парень нужно вернуться обратно к тестю и теще и подождать, пока Венера не станет в благоприятное положение. Так они и сделали. Сын Вайшьи выздоровел, и когда Венера стала снова видна на небосклоне, опять вернулись в дом Вайшьи, после чего они прожили долгую и счастливую супружескую жизнь. Как ваши ощущения? Как ваши впечатления? Вы видите, у меня тут розовый разошелся прям. У меня такое спокойствие, удовлетворение какое-то. Меня правда переполняет чувство любви, но любовь, она с благодарностью за то, что это все есть в моей жизни. Наблюдайте за саморефлексией, когда работаете с каким-то кругом, прям попробуйте прочувствовать еще раз, посмотреть, может быть, как-то меняются ваши впечатления, когда вы заполняете цветом ту или иную фигуру. Вот это у меня Земля, как вы помните, наша планета, у кого-то это Вселенная. Можете накладывать цвета друг на друга. Почувствуйте, как все в мире взаимосвязано. Обратите внимание, какой цвет вы берете, почему вы его берете, что он именно для вас значит. Ощущайте
Любовь каждой клеточкой себя. Вы и есть любовь. Любовь в этом мире начинается, любовь в этом мире для вас начинается с вас. Вы сами создаете тот мир, в котором вы живете. И если смотреть на любой человеческий поступок через призму любви и попытаться понять, почему там тот или иной человек поступил именно так, вы сразу увидите, насколько люди глубоко несчастны, если они не имеют этого чувства, если у них его просто нет. Не знаю, какой цвет взять, а я возьму, пожалуй, вот этот. Вот что-то хочется сразу все фиолетовый. Непривычные для меня цвета совершенно. Я тут сегодня вспомнила историю, может быть, я вам рассказывала. Я столкнулась с вопиющей просто несправедливостью со стороны продавца в магазине. Чтобы вы понимали, это было детское кафе, где продавец просто не обращал внимания на ребенка, на моего ребенка, который тянул там денежку и говорил hello, croissant, please. Вот. Просто тотальный игнор. Более там 5 минут ребенок стоял, она не делала ничего, она просто смотрела в другую сторону. Ей даже коллеги говорили, там, обратите внимание на малыша, да. Но нет, человек отказывался. Ну окей, ее право. Но если посмотреть с призмы, почему так, ну это, к сожалению, да, глубоко недолюбленный ребенок в своем детстве, в ее детстве, да, что мешает ей, по сути, сейчас жить там нормальной жизнью. Вот, попробуйте, я думаю, вы сами догадаетесь, что я хочу вам сейчас сказать. Попробуйте смотреть на людей через призму, дайте им любовь. Есть даже такая медитация, не медитация, а практика, да, это правильнее будет звучать. Когда вы что-то хотите, фэн-шуй, когда вы хотите обратиться к человеку какому-то, да, или там помириться с ним, или как-то завоевать его благосклонность, представьте мысленно в голове, что вы даете ему то, что он больше всего хочет, или просто подарите ему любовь. Если это женщина у вас, там, попробуйте вы дать ей, подарить мысленно цветочек какой-то, чтобы она улыбнулась, чтобы человек почувствовал себя любимым, счастливым, защищенным, и вы не поверите, какие чудеса творит эта практика. Я делаю так постоянно, посылаю лучики своей любви, своей доброты. Любимые люди, любящие, любимые, они не идут там драться, ругаться. Они весь мир вокруг себя озаряют светом. Они светятся от счастья. А к тем, кто светится от счастья, тянутся люди, притягивается подобное, тянется любовь. Почему я вам говорю всегда про деньги? Любите их, любите, любите. Деньги надо любить. Я закончила. Сейчас проведем линию поля. Добавим еще больше энергии. В нашу любовь. Любовь ко мне. Конечно, куда же без меня. Округляйте аккуратненько. Обратите внимание, как вы себя чувствуете.
Как изменились ваши ощущения? Есть ли у вас появилось ли чувство, как бабочки в животе, какое-то, может быть, чувство окрыленности, чувство восторга, чувство... Обращайте внимание на все детали, на все, что вы ощущаете. Попробуйте излучать любовь. Ну и фигура фиксации. Выбирайте. Кому больше любви мне хочется дарить. Потому что я уже и есть любовь. У кого что? Почувствуйте свое дыхание, как вы сейчас ощущаете, как воспринимаете эту работу, как изменились чувства к вашей семье сейчас, если вы выбрали семью, если вы выбрали себя. Часто ли вы в жизни выбираете себя? Ну что ж, я вас тем временем благодарю. Я желаю вам счастья. Любите себя, наслаждайтесь жизнью. Чувствуйте удовольствие от каждого прожитого дня. Посвятите сегодня время себе, побалуйте себя и обязательно доставьте себе удовольствие.